Друзья, всем привет! Готовлю простое и нежное полуслоеное тесто на торт Наполеон быстрым способом, которым я пользуюсь очень много лет. Особенности моего рецепта в рекомендациях. В ледяную воду добавляю соль и уксус, перемешиваю, чтобы соль полностью растворилась в жидкости. В мягкое масло всыпаю сразу всю муку. Вымешиваю крючками миксера до получения крошки. Вливаю воду. Продолжаю вымешивать, чтобы вся мука основательно вмешалась в тесто. Способ вымешивания крючками миксера позволяет сэкономить время и силы. Также такое тесто можно хорошо вымесить планетарным миксером. Тесто выкладываю на хорошо присыпанную мукой поверхность. Очень важно постоянно подсыпать муку, чтобы оно не липло к рукам. Раскатываю тесто в колбаску длиной на ваше усмотрение. Разделяю колбаску на две части. Делаю по 6 наметок в каждой половинке. Разрезаю тесто на 14 фрагментов. Друзья, спасибо за ваши лайки и позитивные комментарии. Любая ваша активность продвигает канал в рейтинге, а меня мотивирует публиковать больше проверенных и стабильных рецептов, которые я всегда тестирую на своей кухне. Глубокую емкость обсыпаю мукой. Каждый фрагмент скатываю в колобок и выкладываю в чашу. Для раскатки колобок тщательно обсыпаю мукой. Мукой также обсыпаю скалку. Раскатываю тесто скалкой диаметром более 25 см. Определяю размер раскатки при помощи дна формы, диаметр которой составляет 25 см. Тесто должно немного выходить за размеры круга. Накалываю тесто вилкой. Осторожно расстилаю тесто на горячий противень. Тесто с противнем убираю в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 7 минут. Готовность выпечки проверяйте по ярко-румяному цвету и крупным пузырям на коржах. Готовый корж обрезаю по форме 25 см. Обрезки коржа пойдут на обсыпку Наполеона. Вот такие тонкие пузырчатые коржи из полуслоеного теста получились. Они невероятно нежные и хрустящие. Из таких коржей получается всегда очень вкусный торт Наполеон, а также иная выпечка из полуслоеного теста. Спасибо за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.